Всем привет! И это видео о первичной одонтии, то есть врожденном отсутствии зубов. Кроме того, мы поговорим о ранней потере зубов, то есть до 12-14 лет, потому что клиническая картина в обоих этих состояниях очень сильно похожа. Напоминаю, что я отвечаю на все вопросы в комментариях. Кроме того, если вы хотите записаться на консультацию, то все контакты есть в описании под видео. Итак, врожденная одонтия в последнее время встречается очень часто. По ощущениям, это где-то 5-10% от всего населения, может даже несколько больше. Причем одонтия может быть как истинная, то есть когда просто нет зачатков зубов, либо молочные зубы иногда путают с постоянными и, соответственно, последние удаляют под видом молочных. Особенно это часто происходило раньше в регионах, ну и, соответственно, как вы понимаете, здесь все зависит от квалификации врачей. Нередко люди сами до последнего не знают, что у них не хватает какого-то зуба, потому что если удалить в достаточно раннем возрасте постоянный зуб, то промежутка никакого не остается, так как при прорезывании соседние зубы более или менее плотно занимают это место, но, конечно же, смещается обычно центр зубного ряда, если это где-то спереди произошло, а если сбоку, то ухудшается прикус. Если говорить именно о врожденной одонтии, то чаще всего сейчас нет одного или двух нижних премоляров, обычно это пятые зубы, и очень часто отсутствуют боковые верхние резцы, то есть двойки. Также может быть один зуб отсутствовать, может отсутствовать оба зуба, может быть один какой-нибудь маленькой шиловидной формы, а второго не быть вовсе. Всегда стоит убедиться, что у нас именно одонтия, а не ретенция. В полости рта клиника может полностью совпадать, то есть у нас просто нет зуба, соседние зубы сместились на его место. Но ключевое отличие этих двух состояний в том, что при одонтии у нас в принципе нет зачатка зуба, а при ретенции он где-то расположен в кости и по тем или иным причинам не прорезался. Соответственно, в случае ретенции нам нужно думать о том, как по возможности достать зуб, который ретинирован, а в случае одонтии нам нужно думать, как обойтись вовсе без него. Итак, при достаточно распространенной одонтии нижних премоляров, то есть пятерок, чаще всего она может быть и симметричной, и асимметричной. Все зависит от того, остаются ли у нас еще молочные зубы. Соответственно, если молочный зуб остается, то у нас ровно два варианта. Чаще всего его есть смысл удалить и, соответственно, этот промежуток закрыть либо с помощью движения шестерок и семерок вперед и ждать, что у нас прорежутся восьмерки. В этом случае молочный зуб у нас сохраняет достаточный объем кости и зубы без проблем сдвинутся на новое место, если, конечно, у нас с организмом все в порядке и ортодонт все делает правильно. И, соответственно, восьмерки, если зачатки их расположены правильно, прорежутся и встанут на место седьмых зубов. В общем-то, это достаточно вменяемый вариант лечения. В другом случае, если у нас молочного зуба уже давно нет и вообще обычно промежутков в принципе нет, в этой ситуации люди нередко и вообще не знают, что у них какого-то зуба не хватает, мы обычно не навязываем пациенту имплантацию в обязательном порядке, потому что все-таки психологически это довольно сложно. Если вам казалось, что все с зубами хорошо, все на месте, тут вам говорят, что еще один зуб к этому набору нужно добавить. Чаще всего нужно нижнюю челюсть расширить, это создает некоторый избыток места, и тут возникают вариации. Либо мы оттягиваем задние зубы еще дальше назад, чтобы создать достаточно места и все-таки поставить имплант. В этом случае у нас будет все абсолютно правильно и прикус будет абсолютно идеальный. Либо второй вариант несколько компромиссный, сдвинуть зубы немного вперед на величину вот этого открывшегося промежутка и, соответственно, избежать имплантации. Как вы поняли, многое зависит от возраста пациента. Во-первых, в молодом возрасте зубы двигаются быстрее, а движения довольно объемные, и фактически отсутствует вероятность того, что будет убыль костной ткани и оголятся корни. Во взрослом возрасте, то есть после 25-30
30 лет мы чаще имплантируем. Тут тоже есть резоны. Если имплантат ставить в сильно молодом возрасте, то с ним будет, вероятно, больше проблем в течение жизни, так как срок службы имплантата ограничен, и к вопросу его переустановки придется возвращаться в среднем каждые 10-15 лет. Но это только общее направление. Если есть какие-то другие серьезные резоны, то возможны варианты и с имплантацией до 20 даже лет, и варианты без имплантации в более взрослом возрасте. Пункт номер 2 – это адентия шестерки. Чаще всего она именно вторичная, то есть шестерка теряется в молодом возрасте, в периоде от 7 до 12 лет. В этом случае семерка при прорезывании двигается вперед на место шестого зуба и, соответственно, чаще всего прорезается раньше, и восьмерка поступает точно так же. Поэтому иногда даже не сразу понятно, что у нас какого-то зуба нет, так хорошо семерка и восьмерка заместили отсутствующий зуб. Но, к сожалению, бывает такое далеко не всегда, и величина огрехов зависит от каждого конкретного случая и от того, насколько рано была потеряна шестерка. Пункт номер 3 – адентия двоек. Тоже крайне распространенный сейчас вариант, как я уже говорил в самом начале, может не быть одной двойки, может не быть обеих двоек, может одной двойки не быть, а вторая уменьшенного размера, так называемая шаловидная, и так далее. Здесь тоже все зависит от каждого конкретного случая, но давайте рассмотрим основные варианты развития событий. Соответственно, корректировать отсутствие двоек можно тоже либо с помощью имплантации, либо с помощью движения зубов вперед. У каждого варианта те или иные ограничения, и здесь у нас даже имплантация может быть разной. Итак, наиболее очевидный вариант – раскрыть место и поставить имплант в том месте, где нет двойки. Но данный вариант сопряжен с достаточно высокими рисками в среднесрочной и долгосрочной перспективе относительно эстетики и относительно того, что импланты все-таки придется менять, как я уже говорил выше. Соответственно, мы без крайней необходимости стараемся импланты в эстетической зоне, то есть на передние 6 зубов, не ставить. Что же делать в этом случае? Чаще всего мы двигаем клыки вперед на место двоек, а четвертые зубы двигаем на место клыков. Соответственно, оба этих зуба после снятия брекетов необходимо будет протезировать для того, чтобы привести их в эстетическое функциональное соответствие тем зубам, чье место они занимают. В этом случае у нас появляется промежуток на месте четвертого зуба, то есть после движения вот этих двух зубов вперед. И с этим промежутком также два варианта возможно. Либо мы ставим имплант в область четверки, либо мы двигаем пятерку, шестерку, семерку вперед и, соответственно, закрываем этот промежуток. Здесь все тоже очень сильно зависит от каждого конкретного случая, но варианты с имплантацией в таких ситуациях достаточно распространены. И пункт номер 4 – это адентия клыков. Так же, как и с шестыми зубами, чаще всего адентия – это не первичная, а вторичная, то есть этот зуб не отсутствовал с самого начала, а был потерян в раннем возрасте. Раньше этим увлекались также недобросовестные или не очень квалифицированные врачи, которые предлагали пациентам, либо шли на поводу у пациентов с тем, чтобы удалить зуб, который стоит вне зубного ряда. А как мы знаем, это довольно часто именно клык. Делать так ни в коем случае нельзя, потому что клык очень важный зуб, он очень важен для динамических движений челюсти, то есть у нас есть клыковое введение, от которого зависит во многом состояние сустава и правильность жевательных движений. Соответственно, нам для правильного функционирования зубочелюстного аппарата клык обязателен. Если уже у нас нет его, то мы поступаем примерно так же, как и в предыдущем пункте, только чуть-чуть проще. Здесь мы двигаем четвертый зуб на место клыка и, соответственно, протезируем его под клык после снятия брекетов, а на место четверки ставим имплант обычно. Это позволяет скорректировать центр верхнего зубного ряда и сделать прикус таким, как он задуман природой. Но вы всегда можете, естественно, рискнуть, особенно если вы и ваши врачи считают, что так будет правильнее, и поставить имплант непосредственно в область клыка после того, как с помощью брекетов под него будет раскрыт промежуток в достаточном объеме. Но и клыки наиболее часто именно ретинированные, то есть их зачатки наиболее подвержены тому, чтобы располагаться неправильно, либо не прорезаться из-за того, что на их место сдвигаются другие зубы, поэтому если клык отсутствует в полости рта у ребенка, то нужно делать снимок, и с очень большой долей вероятности вы обнаружите его где-то в кости. Итак, резюмируя, могу сказать, что
тактика ведения конкретного клинического случая зависит от множества параметров, начиная от прикуса, заканчивая возрастом пациента и кучей мелких факторов. Поэтому ваше лечение, ваш план лечения обязательно должен составлять грамотный и квалифицированный ортодонт, и от этого будет зависеть очень многое, в том числе и стабильность и эстетичность результата в очень отсроченной, такой долгосрочной перспективе.